Латинские буквы Z, V и O давным-давно стали частью российской военной символики, что вызывает удивление у большинства людей. Каково значение этих букв для армии России на самом деле? И являются ли они латинскими априори? Обо всем этом ты узнаешь прямо сейчас. Главное, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ну а я продолжаю. Буквы Z, V и O впервые применились российской армией в ходе начала украинско-российского военного конфликта 24 февраля 2022 года. Главной целью этих букв служило обозначение российских воинских частей как таковых с целью предотвращения дружественного огня между ними. Однако, чем дальше шел украинско-российский военный конфликт, тем больше у людей возникало интереса к данным буквам российской военной техники. И потому люди стали выдвигать множество теорий, порой даже конспирологических, о происхождении данных букв. Некоторые удивлялись тому, что эти буквы очень схожи с латинскими буквами Z, V и O, так как во многом россияне считают, что в первую очередь в украинско-российском конфликте воюют не с украинской властью или Украиной как таковой, а с блоком НАТО. Но в этом ролике я рассмотрю все возможные теории происхождения данных символов, включая даже конспирологические. И если ты досмотришь мое видео до конца, то тебя ждет приятный сюрприз. А сейчас давай начнем с символа Z. Что он из себя представляет? Символ латинской буквы Z на самом деле является заменяемым кириллической буквы Z, которую неудобно использовать на военной технике. Он означает слово «земля» и в основном используется на тех русских военных частях, которые совершают свою работу преимущественно на земле. Символ Z не только транслируется сам по себе, но и часто сопровождается дополнительным аспектом, например, различными патриотическими лозунгами, где в отличие от букв V и O он находится на первом месте. Например, в лозунге «За победу» или в лозунге «За наших». Вы можете и дальше додумать различные лозунги. Предполагается, что при использовании в различных лозунгах буквы Z она получает некий патриотический смысл. И нередко букву Z окрашивают в цвета георгиевской ленты, которая тоже играет немаловажную роль в российском обществе. О том, почему георгиевская ленточка носит сакральный характер в российском обществе и почему во времена Великой Отечественной войны ее носили именно власовцы, а не советские войска, я могу рассказать в отдельном выпуске. Ну а сейчас мы продолжим говорить о буквах. И у нас на очереди буква V. Символ V на военной технике России тоже уникальный и не имеет никакой связи с латинской буквой V, как могли бы подумать многие. Я даже больше скажу, он не имеет никакой связи с буквами вообще и является отличительной чертой российской морской пехоты. Этот символ использовался преимущественно морскими подразделениями России, и лишь со временем он перекочевал на наземные подразделения, где и приобрел новый смысл. Буква V на российской военной технике, такой как танки и бронетранспортеры, заимела несколько интересных значений, среди которых первое — это лозунг «Сила в правде», то есть символ V начал олицетворять силу, которая проистекает из правды и справедливости. А второе значение заключалось тоже в лозунге под названием «Задача будет выполнена». Второе значение символа V начало указывать на решимость и обязательство выполнить поставленную задачу. Также есть и конспирологическая теория происхождения данного символа, которая гласит о том, что символ V все-таки является буквой, но не латинской, а чисто славянской, которую когда-то давно убрали с русского алфавита. Данная буква называлась Ижица, и трактуется она многими как рай на земле. То есть таким образом конспирологи утверждают, что русские солдаты, которые наносят букву V на свою военную технику, на самом деле отсылаются к древнеславянским корням. И таким вот образом пытается защитить себя от злых духов. Символ О менее часто встречается, чем символы Z и V, и фактически он вышел с обихода в российской армии. Но данный символ тоже имеет интересные особенности. Во-первых, он не был сразу во внимании и применялся исключительно теми войсками России, которые вели боевые действия с территории Беларуси. А во-вторых, символ О нередко трактуется российским лозунгом «отважные», то есть он означает готовность стать человека первым рядом за Россию. Такую трактовку символа О можно объяснить и тем, что в первые дни украинско-российского конфликта именно группировке войск с территории Беларуси, которая как раз маркировалась символом О, отводилась важная задача по атаке на Киев. Также интересная точка зрения различных конспирологов и любителей панславизма, которые утверждают, что символ О означает букву О, которая переводится как «он тот».
то есть символ О означает человека, который сможет легко разрулить любую ситуацию. Ну а украинско-российский конфликт, как вы понимаете, ситуация довольно сложная. Эту теорию, как раз о панславизме, даже постили в Телеграме некоторые влиятельные российские личности, такие как Захар Прилепин или Юрий Подоляка. Но немаловажно то, что буквы Z, V и O с точки зрения данной теории можно комбинировать, создавая отдельные слова. Например, слово «зов», которое используется наравне с символами Z, V и O в российской армии. Кроме своего прямого предназначения, которое переводится как обычный зов войны и таким образом поддерживает боевой дух солдат, данное слово можно еще и перевести с помощью древнеславянского алфавита. И оно переводится как символ Z, мы уже помним, это земля, символ О это уже он тот, то есть тот достойный человек, и символ В ижется земной рай. И скажем так, слово зов переводится как человек, который собирается принести на землю рай. Но опять-таки это конспирологические теории, я так считаю. Верить вам или нет, это уже на ваше усмотрение. Также в этот ролик я хочу добавить комментарий Министерства обороны России, которое неоднократно заявляло о том, что символы Z, V или же O на российской военной технике не имеют под собой никакого ни сакрального, ни секретного смысла. Это всего лишь опознавательные знаки для российской военной техники. А смысл, который придумали данным знаком, на самом деле придумали совершенно другие люди, которые даже не имеют никакого отношения к нанесению данных знаков на технику. Также, помимо всем известных Z, V и O, есть и другие символы, которые малоизвестны. Например, буква А на российской военной технике, или же буква X, или же недавно появившийся на харьковском направлении ромб, который перечеркнут крестом. И обо всех этих символах я могу поговорить, но уже в отдельном ролике, который будет записан на Патреоне и на Бусти. Ссылочку я оставлю в описании. Как видите, символы Z, V и O на российской военной технике имеют множество смыслов и трактовок, большинство из которых были озвучены в моем ролике. Все трактовки, которые были озвучены в данном ролике, находят поддержку у огромного количества людей. И какая из этих теорий более правдоподобна, решать уже лично вам. Также хочу сказать, что символы Z, V и O слишком распиарены, и помимо них есть еще малоизвестные символы, о которых тоже можно поговорить, и они заслуживают отдельного внимания. Сейчас же я скажу спасибо вам, что досмотрели до конца, и до новых встреч!